Океан. Темная, холодная и абсолютно чужая для нас среда. Мы смотрим на гладкую поверхность воды и наивно полагаем, что знаем, кто скрывается под ней. В прошлых фильмах мы уже погружались на дно, чтобы встретиться с левиафанами недавнего прошлого. Но эволюция скрывает в своих архивах существ, о которых не принято рассказывать на школьных уроках биологии. Забудьте об акулах, забудьте все, что вы знали о морских ящерах. Сегодня мы отправимся в эпохи, когда жизнь только училась быть огромной. Туда, где гравитация теряла свой смысл, а размеры подводных обитателей ломали современные законы биомеханики. Мы покажем вам живые подводные лодки хищников с циркулярными пилами вместо челюстей и китов, чей вес нарушал все законы физики. Приготовьтесь задержать дыхание. Мы погружаемся в бездну истинных титанов. Глава 1. Ордовикский кошмар. Идеальная биологическая субмарина. Чтобы встретить нашего первого левиафана, нам придется отмотать стрелки геологических часов на 470 миллионов лет назад. Добро пожаловать в Ордовикский период. Если бы вы оказались на Земле в то время, вы бы не узнали свой родной дом. Луна находилась гораздо ближе к нашей планете, из-за чего приливы были в десятки раз мощнее современных, а сутки длились всего 21 час. Уровень моря был рекордно высоким, и почти вся поверхность планеты представляла собой один гигантский бескрайний океан. Именно в этой теплой, богатой минералами воде развернулась первая в истории глобальная гонка вооружений. В те времена еще не существовало ни рыб, ни рептилий. По дну ползали трилобиты и жуткие морские скорпионы, достигавшие размеров взрослого человека. Казалось, что бронированные членистоногие будут править этим миром вечно, пока из темной синевы пелагической зоны не появилась тень существа, которому суждено было стать первым абсолютным сверххищником нашей планеты. Его научное имя Камероцерос, в переводе с латыни «роговая камера». Представьте себе классического кальмара, а теперь поместите его в жесткую, конусообразную известковую раковину и увеличьте эту конструкцию до 9 метров в длину. По своим габаритам и массе Камероцерос был сопоставим с современным городским автобусом. Когда в XIX веке палеонтологи впервые начали находить фрагменты этих колоссальных раковин, так называемых ортоконов, в слоях известняка на территории современной Америки и Европы, научный мир зашел в тупик. Как существо с таким гигантским неподъемным панцирем вообще могло передвигаться, не вспахивая носом дно? Ответ кроется в гениальной инженерной задумке природы. Раковина Камероцероса не была просто мертвым грузом. Внутри она разделялась перегородками на множество пустых камер. Сквозь все эти камеры проходил специальный живой орган – сифон. Когда Камероцеросу нужно было подняться к поверхности, сифон откачивал жидкость из камер, заполняя их газом. Животное становилось легче воды. Чтобы опуститься во мрак, сифон вновь закачивал воду, утяжеляя конструкцию. Это была не просто рыбалка или охота. Камероцерос был первой в истории Земли биологической подводной лодкой, использующей принцип балластных цистерн, до которого человечество додумалось лишь сотни миллионов лет спустя. Погружение в механику охоты этого титана вызывает леденящий ужас. Камероцерос не умел плавать быстро. Из-за своей неуклюжей формы он медленно дрейфовал над морским дном, словно бесшумный дирижабль. В передней части конуса находилась голова с двумя огромными, сложно устроенными глазами, способными различать добычу в мутной воде при минимальном освещении. Камероцерос правил морями безраздельно. Он был вершиной, до которой никто не мог дотянуться. Но у любой абсолютной власти есть свой конец. 360 миллионов лет назад планета содрогнулась от первого глобального похолодания. Ордовикско-силурийское вымирание сковало континенты ледниками. Уровень мирового океана резко упал. Мелководные моря, бывшие охотничьими угодьями камероцеросов, исчезли. Идеальная биологическая субмарина оказалась слишком огромной и зависимой от своей экосистемы, чтобы выжить. Эра гигантских моллюсков в панцирях подошла к концу, уступив сцену существам, которые сделали ставку не на тяжелую броню, а на хрящи, скорость и холодную первобытную ярость.
Глава 2. Биомеханическая аномалия. Столетняя загадка спиральной челюсти. Мы оставляем ледяные пустоши ордовикского вымирания позади и совершаем прыжок сквозь время на 200 миллионов лет вперед. Добро пожаловать в Пермский период, примерно 290 миллионов лет назад. Эра, предшествующая появлению первых динозавров. Океаны к этому моменту изменились до неузнаваемости. Эпоха тяжелых, неповоротливых моллюсков в панцирях прошла. Вода стала ареной для тех, кто сделал ставку на маневренность, мышечную массу и скорость. На сцену вышли хрящевые рыбы, мрачные прародители современных акул и химер. Но если вы думаете, что эволюция акулоподобных существ шла линейно, логично и предсказуемо, вы глубоко заблуждаетесь. В те времена природа словно сошла с ума, создав хищника, чья анатомия стала величайшим палеонтологическим детективом, мучившим ученых на протяжении более чем 100 лет. Его имя – Геликоприон, имя звучащее, как название зловещего механизма. Впервые человечество столкнулось с этим монстром в самом конце XIX века, когда русский геолог Александр Карпинский описал невероятную находку. Это не был классический скелет с черепом и ребрами. Хрящи рыб почти не каменеют. Из скальной породы ученые извлекли нечто напоминающее окаменелую раковину улитки, но вся эта идеальная спираль состояла из десятков острых зазубренных лезвий, плотно прилегающих друг к другу. Находка произвела эффект разорвавшейся бомбы в научном сообществе. Что это за биологическая циркулярная пила? И главное, где она располагалась на теле животного? Десятилетиями ведущие биологи мира рисовали абсолютно абсурдные реконструкции. Одни считали, что эта зубная спираль была скручена на конце длинного, похожего на слоновий хобот, носа и служила для нанесения урона добыче. Другие помещали ее на спинной плавник в качестве защитного шипа. Третьи утверждали, что она крепилась на хвосте, и хищник бил ею, как средневековым кистенем. Геликоприон превратился в мифического Франкенштейна из мира палеонтологии. Истина, раскрытая лишь в 2013 году, оказалась куда более пугающей, чем любые научные фантазии. Команда исследователей из университета Айдахо обнаружила в Соединенных Штатах Америки редчайший образец с сохранившимися отпечатками хрящей черепа. Поместив находку в мощный компьютерный томограф, ученые создали 3D-модель. Результат заставил их затаить дыхание. Эта чудовищная зубная спираль располагалась прямо в центре нижней челюсти животного. Она занимала почти все пространство пасти, подобно лезвию циркулярной пилы, встроенному в живой организм. Геликоприон не был мелкой рыбешкой. Анализ пропорций челюсти показал, что перед ними левиафан, достигавший в длину от 7 до 10 метров. Вообразите хрящевого демона размером с современную касатку, но с анатомией, нарушающей все привычные нам законы биомеханики. Но как именно работала эта аномальная пасть? Если бы геликоприон попытался укусить жертву так, как это делает современная белая акула, его зубная спираль просто застряла бы в теле жертвы, сломав ему челюсть. У природы был другой план. Основой рациона геликоприона были не бронированные рыбы, а мягкотелые предки современных кальмаров и осьминогов, в изобилии населявшие Пермские моря. В момент атаки его пасть широко раскрывалась. Но истинный ужас происходил при смыкании. Компьютерное моделирование показало, что челюстной сустав геликоприона имел уникальное строение. Когда челюсть закрывалась, зубная спираль не просто впивалась в плоть, она механически проворачивалась назад, в сторону глотки. Это был не укус, это была работа промышленного станка. За доли секунды этот встроенный конвейер смерти буквально распиливал скользкого кальмара надвое. Зубы были направлены так, чтобы при прокручивании не только разрезать ткани, но и безостановочно проталкивать истекающие кровью куски плоти прямо в пищевод хищника. У геликоприона никогда не выпадали зубы. Старые, затупившиеся лезвия по спирали уходили вглубь челюсти, сворачиваясь в компактный рулон, а на их место из внутренней части постоянно выдвигались новые, острые как бритва, клыки. Эта машина убийства оказалась настолько эффективной, что геликоприон совершил невозможное.
252 миллиона лет назад произошло Великое Пермское вымирание. Крупнейшая катастрофа за всю историю планеты, когда океаны буквально закипели, а уровень кислорода упал до критических отметок. 96% всех морских видов исчезло навсегда. Но 8-метровый монстр с циркулярной пилой во рту выжил. Он прошел сквозь геологический апокалипсис и продолжал патрулировать багровые воды еще миллионы лет в Триасовом периоде, став живым доказательством того, что порой поистине безумные решения эволюции оказываются невероятно надежными. Глава 3. Арктический убийца. Проект X и физика абсолютного давления. Оставим пермский период позади и совершим скачок сквозь время на 140 миллионов лет вперед. Мы оказываемся в эпохе, которую принято считать золотым веком гигантов, в юрском периоде. На суше в это время уже уверенно шагали и сотрясали землю огромные завроподы, а в лесах скрывались первые плотоядные тероподы. Но если на Земле только формировались правила выживания, то океан породил нечто такое, что заставило бы любого сухопутного хищника в панике бежать подальше от береговой линии. Сегодня архипелаг Шпицберген, затерянный в водах Северного Ледовитого океана, это безжизненная, негостеприимная ледяная пустошь. Но 150 миллионов лет назад континенты располагались иначе. Там, где сегодня лежат вечные снега, бушевали глубокие, кишащие жизнью моря. Именно здесь, в 2006 году, экспедиция норвежских палеонтологов совершила находку, которая навсегда изменила наше понимание морских хищников. Из промерзшей скальной породы они извлекли фрагменты черепа и костей существа, размеры которых выходили за рамки всех известных до этого морских рептилий. Из-за недостатка первоначальных данных и пугающих габаритов останков животное получило в СМИ секретное кодовое имя «Хищник X». Позже, после многолетних исследований, наука дала ему официальное, более сухое, но оттого не менее грозное имя Плеозавр функе. Чтобы осознать масштаб этой машины для убийства, представьте современную белую акулу. А теперь увеличьте ее в длину в 2 раза, а массу в 10 раз. Длина тела плеозавра функе достигала 13 метров, а вес превышал 15 тонн. Внешне он напоминал колоссальную каплю литых переплетенных мышц, лишенную всего лишнего ради идеальной гидродинамики. Вместо рыбьих плавников плеозавр был оснащен 4 огромными ластами, каждый из которых был длиной в 3 метра, больше роста взрослого человека. Компьютерное моделирование показало, что животное использовало их не просто для плавания. Плеозавр двигал ластами по сложной траектории, напоминающей полет пингвина или морской черепахи под водой, позволяя 15-тонному левиафану не дрейфовать, а совершать стремительные реактивные рывки сквозь толщу океана. Он в буквальном смысле летал под водой, но подлинный первобытный ужас скрывался в его передней части. Длина черепа этого монстра составляла более 2,5 метров. Треть всей длины животного приходилась на челюсти. Внутри располагались ряды граненых трехгранных зубов, каждый из которых достигал 30 сантиметров в длину. Это размер предплечья взрослого мужчины. Исследователи из университета Осло и эволюционные биологи из Америки решили вычислить биомеханическую силу укуса этого арктического демона. Для этого они проанализировали места крепления челюстных мышц на окаменелом черепе. Результаты заставили научный мир содрогнуться. Давление, которое создавали челюсти плеозавра функе при смыкании, оценивается в невероятные 33 тысячи фунтов на квадратный дюйм. Это около 15 тонн чистой направленной силы. Чтобы вы понимали масштаб этой цифры, это в 4 раза превосходит силу укуса знаменитого тираннозавра Рекса и в 10 раз укус крупнейшего современного аллигатора. Если бы плеозавр укусил современный бронированный внедорожник, он бы прокусил двигатель насквозь. У плеозавра функе не было необходимости применять хитрые засады или долгие преследования. Он охотился на крупных плезиозавров, длинношеих морских ящеров, которые сами по себе были грозными хищниками.
плеозавр атаковал из черной глубины, используя эффект неожиданности. Он мощным рывком врезался в добычу снизу вверх. Одного удара его челюстей было достаточно, чтобы мгновенно перекусить 5-метрового плезиозавра пополам в щепки, раздробив толстый позвоночник вместе с мышечным корсетом. Это была машина абсолютного физического превосходства, доказывающая один жестокий факт. В Юрском океане не было сложных стратегий. Там размер челюстей решал абсолютно все. Глава 4. Загадка костяного гиганта. Трагичный парадокс выживания. Слушая о плеозавре, Функе может показаться, что древние океаны были исключительно ареной для кровожадных левиафанов с огромными зубами, и любой, кто не имел брони или острых клыков, был обречен. Но эволюция часто идет парадоксальным путем. Порой, чтобы выжить среди хищников, способных перекусить автомобиль, нужно стать настолько исполинским, чтобы тебя просто физически не смогли проглотить. Именно такую стратегию защиты через гигантизм выбрало существо, чьи размеры до сих пор будоражат умы палеонтологов. Его имя – Литсихтис, и слово «проблематичный» в его латинском названии появилось не ради красного словца. Дело в том, что Литсихтис – это костная рыба, не хрящевая акула, не морская рептилия, а именно классическая лучеперая рыба. И это величайшая рыба из когда-либо существовавших на нашей планете. Проблема для ученых заключалась в том, что, несмотря на принадлежность к костным, его скелет почти полностью состоял из хрящевой ткани, которая крайне плохо сохраняется в виде окаменелостей. Начиная с конца XIX века, палеонтологи находили лишь разрозненные фрагменты, гигантские жаберные дуги, куски черепа, части грудных плавников. Десятилетиями они не могли сложить этот разрозненный пазл воедино, споря о реальных размерах животного. Первоначальные оценки доходили до 30 метров, затем падали до 9. Но когда в начале 2000-х годов в Англии был найден наиболее полный скелет, перед человечеством предстал настоящий подводный дирижабль. Взрослая особь Литсихтиса достигала 16,5 метров в длину и весила около 40 тонн. По своим габаритам эта рыба была сопоставима с современным кашалотом. Нарисуйте в воображении живую торпеду размером с двухэтажный дом, неспешно скользящую в теплых, пронизанных солнцем тропических водах юрского периода. У этой рыбы напрочь отсутствовали зубы. Эволюция пошла по пути наименьшего сопротивления. Литсихтис был первым в истории Земли гигантским позвоночным фильтратором. Раздувая свою колоссальную пасть, этот гигант работал как живой вакуумный насос. Заплывая в густые облака зоопланктона, мелких ракообразных и крошечных рыб, он пропускал через свои сверхплотные жаберные тычинки десятки тысяч литров воды в минуту, задерживая питательную биомассу. Казалось бы, при массе в 40 тонн и размерах с дом, эта рыба должна была быть абсолютно неуязвимой. Ни один хищник не смог бы убить ее одним укусом. Но здесь кроется главная и поистине жестокая трагедия этого великана. Литсихтис был невероятно медлительным и неповоротливым. В отличие от современных усатых китов, которые умеют совершать быстрые маневры и отгонять хищников сокрушительными ударами тяжелого хвоста, этот костяной гигант был практически беззащитен перед стайными атаками. Он стал настоящим плавучим шведским столом для хищников юрского периода. Морские крокодилы-метриоринхи и стаи крупных доисторических акул, таких как гибодусы, буквально преследовали мигрирующих литсихтисов. Найденные окаменелости этих огромных рыб рассказывают пугающую историю. На их костях обнаружены сотни глубоких заживших шрамов от зубов. Хищники не пытались убить гиганта. Они неделями следовали за живым литсихтисом, как стервятники, периодически подплывая и вырывая огромные куски мяса из его боков. Литсихтис был настолько огромен, что даже не мог сбросить преследователей. Он просто не чувствовал критической потери плоти сразу. Он продолжал монотонно, день за днем, фильтровать воду, истекая кровью, пока, наконец, не погибал от сильнейшего истощения и паразитов. Литсихтис – это уникальный и печальный пример того, как природа может создать грандиозный, ошеломляющий объем тела, который совершенно не гарантирует безопасности,
в мире, где милосердия не существует. Глава 5. Живой остров. Бронированный Левиафан и битва с акулами. К середине мелового периода, около 80 миллионов лет назад, мировой океан превратился в глобальную зону боевых действий. В так называемом Западном внутреннем море, которое раскололо североамериканский континент надвое, выживание требовало кардинальных решений. Если ты не можешь плыть быстрее мозазавра, и твоя пасть недостаточно широка, чтобы перекусить его пополам, у тебя остается только один эволюционный выход – стать несъедобным, превратиться в живую биологическую крепость, ломающую зубы любому, кто осмелится на тебя напасть. Именно эту тактику довела до пугающего совершенства гигантская морская черепаха Архилон. Забудьте образ безобидных, медлительных черепашек, мирно жующих водоросли. В 1995 году в штате Южная Дакота палеонтологи откопали скелет, который больше напоминал остов затонувшей яхты, чем останки рептилии. Длина тела Архилона от клюва до кончика хвоста составляла 4,5 метра. Размах передних ластов достигал невероятных 5 метров. Вес этого закованного в броню гиганта превышал 2,5 тонны. Но истинный гений природы заключался в конструкции этой брони. Если бы панцирь Архилона был сплошной костяной коробкой, как у современных сухопутных черепах, животное весило бы слишком много и просто пошло бы ко дну. Эволюция пошла на беспрецедентный шаг. Она облегчила конструкцию. Спина Архилона состояла из мощного каркаса системы толстых переплетенных костных распорок, а поверх этих ребер жесткости была натянута невероятно плотная, упругая, похожая на толстую резину, кожистая оболочка. Эта биомеханическая хитрость делала черепаху на удивление маневренной для ее колоссальных габаритов. А упругий панцирь работал как идеальный амортизатор против тупых ударов. Когда мы смотрим на современные океаны, пищевая цепь кажется предельно ясной. Акула – это высший охотник, а черепаха – лишь беззащитная добыча. Но Архилон ломал этот стереотип с особым леденящим кровь уровнем жестокости. Анатомия головы рептилии скрывала в себе смертоносный секрет. У Архилона не было зубов. Его череп заканчивался массивным роговым клювом, невероятно похожим на клюв современного хищного орла, только увеличенным в десятки раз. К этому клюву крепились колоссальные челюстные мышцы. Палеонтологи подсчитали, что сила сжатия этой гидравлической пасти была способна не просто дробить раковины, но и с легкостью перекусывать толстые кости. В тех же теплых водах охотились стаи жестоких хищников. Одним из них был скваликаракс, так называемая воронья акула. Длиной около 5 метров она обладала широкими зазубренными зубами, идеально приспособленными для отрывания кусков плоти. Скваликараксы были стервятниками и активными убийцами, которые часто атаковали больных или молодых черепах. Но представьте, что происходило, когда голодная доисторическая акула совершала фатальную ошибку и атаковала здоровую, взрослую особь Архилона в лоб. 5-метровая акула делает стремительный рывок. Ее челюсти распахиваются, пытаясь впиться в бок черепахи. Но вместо того, чтобы пробить броню, зазубренные зубы скваликаракса вязнут и скользят по упругому кожистому панцирю, натянутому на костяной каркас. Удар поглощен. И в эту секунду Архилон пускает в ход свое оружие. Резкий выпад массивной шеи, глухой, страшный щелчок рогового клюва. Вода окрашивается в красный. 5-метровая акула в панике начинает биться, лишившись грудного плавника или получив сквозной прокус хрящевого позвоночника. Архилон не был активным охотником на акул, но его анатомия была выстроена так, что при малейшей угрозе этот 2-тонный бронированный левиафан за долю секунды превращался из предполагаемой жертвы в безжалостного палача, оставляя хищника истекать кровью на морском дне. Глава 6. Спираль смерти. Гигантский аммонит и геометрия ужаса. Но ради чего эволюция изначально наделила морских черепах таким разрушительным клювом-гильотиной?
Ответ скрывается на огромных глубинах мелового океана, где обитали существа, внешний вид которых напоминает галлюцинацию или сбой в матрице природы. В 1895 году в Германии, в карьере недалеко от Мюнстера, рабочие раскопали нечто, что сначала приняли за окаменелое колесо доисторической повозки. Это была спиралевидная раковина совершенно невообразимых размеров. Существо, которому она принадлежала, получило имя парапузозия. Это крупнейший известный науке аммонит, вымерший головоногий моллюск, дальний родственник современных кальмаров и наутилусов. Но если раковина современного наутилуса легко помещается на ладони человека, то диаметр спирали парапузозии достигал 2,5, а по оценкам фрагментарных находок и более 3 метров. Вес этого живого батискафа составлял без малого 1,5 тонны. Внутри массивной известковой спирали располагались сложные гидростатические камеры, заполненные газом и жидкостью. Изменяя давление в этих камерах, гигантский моллюск мог идеально регулировать глубину погружения, зависая во мраке океана. А из передней части этой монументальной раковины наружу торчал пучок из десятков мощных, покрытых присосками щупалец и жуткий острый клюв. Парапузозия не была мирно дрейфующим планктоном. Это был коварный, активный, засадный хищник. Существо передвигалось с помощью реактивной тяги. Оно резко втягивало воду в мантийную полость, а затем с силой выбрасывало ее через специальный сифон, совершая стремительные рывки спиной вперед. Зависнув в темной толще воды, сливаясь с глубиной, этот 1,5-тонный осьминог в бронированном панцире ждал. Как только мимо проплывала неосторожная рыба или мелкая морская рептилия, парапузозия совершала молниеносный выпад. Щупальца, словно кнуты, обвивали жертву мертвой хваткой, утаскивая бьющееся тело прямо в темные недра спиральной раковины, где его ждал острый клюв. Но именно эти исполинские аммониты, чьи тела были полны питательного белка, являлись главным деликатесом и основой рациона для гигантских морских черепах, таких как архилон. Здесь, на океанском дне, разворачивалась вечная тихая позиционная война длиною в миллионы лет. Совершенная математическая защита раковины аммонита против абсолютной гидравлической мощи челюстей черепахи. Архилон подплывал к 1,5-тонной спирали, захватывал край раковины своим орлиным клювом и начинал методично, с оглушительным хрустом отламывать кусок за куском, пока не добирался до живой плоти, скрытой внутри. Океан мелового периода не знал компромиссов. Он создавал идеальные сейфы, а затем конструировал существ с идеальными инструментами для их взлома. Глава 7. Живой капкан. Рыба, не знавшая чувства меры. Пока на огромных глубинах тяжелые черепахи методично взламывали бронированные раковины 1,5-тонных моллюсков, верхние, пронизанные солнцем слои мелового океана, жили по совершенно иным правилам. Здесь не было места позиционным боям и толстой броне. Верхние воды патрулировали существа, сделавшие ставку на чистую, неконтролируемую агрессию и феноменальную скорость. Если бы вы решили окунуться в теплые волны западного внутреннего моря, доисторические акулы были бы далеко не главной вашей угрозой. Знакомьтесь, ксифактин. В палеонтологических кругах за этой рыбой прочно и заслуженно закрепилось прозвище «рыба-бульдог». Представьте классического современного тарпона или сельдь, а теперь увеличьте эту рыбу до 6 метров в длину, покройте толстой как монеты чешуей и накачайте стероидами до состояния идеального биологического оружия. Ксифактин был торпедой из сплошных мышц. Его отличительной чертой, внушающей первобытный страх, была массивная бульдожья нижняя челюсть, которая сильно выдавалась вперед. Из этой челюсти, словно чистокол, торчали длинные, кривые, невероятно острые клыки. В отличие от акул, чьи зубы предназначены для разрезания плоти и откусывания кусков, зубы ксифактина выполняли другую функцию. Они работали как прутья железной клетки. Захлопнувшись, пасть уже физически не могла выпустить добычу. Ксифактины охотились огромными стаями, подобно современным тунцам. Их веретенообразные тела
позволяли им развивать ошеломляющую скорость. Они буквально разрывали поверхность воды, преследуя стаи более мелких рыб, не оставляя им ни малейшего шанса на спасение. Но что поистине удивляет и пугает в ксифактине, это его патологическая животная жадность, переходящая в абсолютное безумие. Хищный инстинкт этой рыбы не знал кнопки отключения. Она бросалась на все, что двигалось, часто игнорируя собственные физические ограничения. И именно эта алчность регулярно приводила к катастрофическим последствиям. Палеонтологам из Канзаса, изучающим отложения Мелового моря, удалось сделать одну из величайших находок в истории науки. Они раскопали потрясающе сохранившийся скелет взрослого 4-метрового ксифактина. Но когда ученые начали очищать окаменелость, они увидели нечто невероятное. Внутри ксифактина, в области его разорванного желудка, лежал еще один абсолютно целый скелет. Это была 2-метровая рыба гилликус. Ученые восстановили картину тех минут. Ксифактин, ослепленный голодом и инстинктом, атаковал жертву, которая была ровно вдвое меньше его самого. Это как если бы человек попытался проглотить целиком огромного индюка. Ксифактин умудрился заглотить гилликуса живьем, но оказавшись внутри темного, тесного желудка хищника, 2-метровая добыча не погибла сразу. В мощных предсмертных судорогах гилликус начал яростно биться, пытаясь найти выход. Своими движениями он буквально в клочья разорвал внутренние органы ксифактина изнутри. Могучий хищник, способный разогнаться до скорости катера, не смог справиться с добычей в собственном животе. Он пошел на дно в мучительной агонии, став жертвой собственной непомерной агрессии и алчности. Эта находка – лучшее и неоспоримое доказательство того, насколько слепыми и безжалостными были инстинкты обитателей мелового периода. Глава 8. Абсолютный диктатор. Оружие двойного действия. Мы перечислили множество кошмаров. Бронированные черепахи, ломающие челюсти акулам, полуторатонные осьминоги в непробиваемых раковинах, гигантские рыбы, заглатывающие 2-метровую добычу целиком. Океан представлял собой настоящий хаос, где каждый был одновременно и охотником, и потенциальной жертвой. Но кто стоял на абсолютной вершине этой безумной пищевой пирамиды? Кто был тем существом, тень которого заставляла прятаться в водорослях даже гигантских белых акул того времени? Кто обладал монополией на насилие в западном внутреннем море? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно посмотреть в глаза истинному королю доисторических вод. Встречайте тилозавр. Тилозавр принадлежал к семейству мозазавров, гигантских морских ящеров. Но среди своих сородичей он был совершенно особенным. Это не просто массивная рептилия, неуклюже барахтающаяся в воде. Это был 15-метровый подводный дракон, чья анатомия доводила саму идею эффективного убийства до пугающего совершенства. Первое, что бросалось в глаза при встрече с тилозавром – его удлиненная, мощная цилиндрическая морда. У большинства хищников зубы растут до самого конца челюсти. У тилозавра же на самом кончике рыла зубов не было. Вместо них там сформировался монолитный, невероятно плотный костяной нарост. Настоящий встроенный таран. Заприметив добычу, хищник разгонялся в толще воды и наносил колоссальный, сокрушительный удар этим костяным носом в бок своей жертвы. В отличие от укуса, от которого можно попытаться вывернуться, удар тилозавра работал по площади. Эта кинетическая кувалда мгновенно глушила акул, ломала позвоночники плезиозаврам и вызывала фатальные внутренние кровоизлияния у более мелких рептилий. Но если таран не убивал сразу или жертва пыталась оказать сопротивление, в дело вступала пасть. Анатомия челюстей тилозавра была хитроумно скопирована природой с устройства змеиного черепа. Его нижняя челюсть не была жестко скреплена спереди, она могла раздвигаться в стороны благодаря эластичным связкам, позволяя ящеру заглатывать огромные куски мяса, значительно превышающие ширину его собственной головы.
Однако истинный кошмар ждал жертву не снаружи, а внутри этой бездонной пасти. У тилозавра был второй скрытый ряд зубов. Он располагался не на челюстях, а глубоко в глотке, прямо на небе, так называемые птеригоидные зубы. Механика их работы вызывает дрожь. Когда хищник хватал крупную рыбу, акулу или бьющегося динозавра, смыкая основные челюсти, эти внутренние небные зубы намертво впивались в плоть. Они работали как изогнутые крюки на непрерывном эскалаторе. Даже если жертва пыталась вырваться и отчаянно дергалась, каждое ее движение было обречено на провал. Мышечные сокращения глотки тилозавра заставляли птеригоидные зубы перехватывать добычу, проталкивая ее все глубже и глубже в черную бездну пищевода. Вырваться из этой пасти было физически невозможно. Она была спроектирована как ловушка в один конец. Анализ окаменевшего содержимого желудков тилозавров показывает потрясающую картину. Этот левиафан ел абсолютно все. Внутри его ребер находили останки гигантских рыб, летающих птерозавров, имевших неосторожность сесть на воду, акул, скваликораксов и даже других более мелких мозазавров. Тилозавр не знал страха. У него не было естественных врагов. Он был абсолютным диктатором своей эпохи, чье жестокое правление прервалось лишь с падением гигантского метеорита, который погрузил планету в темноту и очистил океаны, подготовив сцену для совершенно новых теплокровных форм жизни. Глава 9. Рождение нового кошмара. Змеиная пасть Кайнозоя. 66 миллионов лет назад гигантский астероид, врезавшийся в полуостров Юкатан, поставил жирный крест на эпохе морских рептилий. Солнце скрылось за облаками пепла, пищевые цепи рухнули. Непобедимые тилозавры, бронированные архилоны и гигантские плезиозавры, правившие миллионы лет, исчезли навсегда, оставив после себя лишь россыпи костей на дне высохших морей. Океан опустел. Но природа не терпит пустоты, и наступила совершенно новая кайнозойская эра. На освободившийся подводный трон стали претендовать существа, от которых этого меньше всего ожидали. Те, кто когда-то прятался в норах от лап динозавров, сухопутные млекопитающие. Они подошли к кромке воды, посмотрели в пустую бездну и решили вернуться туда, откуда сотни миллионов лет назад вышли их далекие предки. Сегодня мы привыкли к образу миролюбивых китов, грациозных дельфинов и добродушных дюгоний. Но ранние предки китообразных, только начавшие покорять водную стихию около 40 миллионов лет назад, выглядели как монстры, сошедшие со страниц лавкрафтовских мифов. Встречайте базилозавр. И пусть окончание «завр», традиционно применяемое к рептилиям, не вводит вас в заблуждение. Когда в XIX веке были найдены его гигантские позвонки, ученые действительно приняли их за останки невиданного морского змея. На самом деле это был млекопитающий. Один из первых гигантских, полностью водных, хищных китов в истории нашей планеты. Если бы вы столкнулись с базилозавром лицом к лицу, ваш мозг просто отказался бы классифицировать его как кита. Это было создание с невероятно длинным змееподобным телом. При длине от 18 до 21 метра, что сопоставимо с 2 городскими автобусами, припаркованными друг за другом, базилозавр был удивительно тонким. У него еще отсутствовал привычный нам вертикальный спинной плавник, помогающий держать баланс. А на задней части его бесконечного тела располагалась поистине жуткая деталь. Крошечные, длиной всего около 40 сантиметров, но полностью сформированные задние лапы с пальцами и суставами. Это было рудиментарное живое напоминание о том, что его предки когда-то бегали по суше. Но главным оружием была его голова. Длинный, узкий, похожий на крокодилий череп базилозавра был усеян зубами. У современных зубатых китов, например, кашалотов, зубы одинаковые, в форме гладких колышков, идеальные для удержания скользких кальмаров. У базилозавра же, как у настоящих сухопутных хищников, вроде волков или львов, зубы имели разную форму гетеродонтия. В передней части пасти торчали длинные, острые, как иглы, конусы для мертвого захвата добычи.
а в задней части располагались массивные треугольные лезвия с зазубренными краями. Идеальный инструмент для разрезания плоти и раздавливания костей. Это строение делало его челюсти невероятно функциональным орудием. Базилозавр не умел глубоко нырять из-за особенностей строения скелета и не мог долго преследовать добычу на высоких скоростях. Из-за своей змеиной анатомии он передвигался волнообразно, изгибая свое длинное тело в горизонтальной плоскости, подобно гигантскому угрю или анаконде. Он патрулировал теплые мелкие моря древнего мира, густо заросшие водорослями, устраивая засады. Основной его добычей были более мелкие виды китов, например, 5-метровые дорудоны. Палеонтологи из Мичиганского университета, детально изучавшие механику черепа базилозавра, пришли к пугающему выводу. Укус этого змеевидного кита обладал направленной силой в 1,5 тонны. Он не просто глотал рыбу. Когда базилозавр хватал дорудона, он методично, с леденящим кровь хрустом, дробил его ребра и череп своими задними молярами, прежде чем разорвать жертву на куски и проглотить. Найденные окаменелости древних китов со следами чудовищных сквозных прокусов на костях доказывают: базилозавр был безжалостным тираном мелководья, настоящим морским змеем, ставшим реальностью. Глава 10. Вакуумная смерть. Когда физика работает против жертвы. Шли миллионы лет. Континенты продолжали расходиться, океаны начали стремительно охлаждаться, и правила игры вновь изменились. Мелководные моря, где властвовали неуклюжие змеевидные базилозавры, начали исчезать. Появилась острая потребность в хищниках принципиально нового типа – маневренных, умных существах, способных охотиться в холодной открытой воде и на огромных глубинах. В 1999 году на территории штата Южная Каролина был обнаружен прекрасно сохранившийся череп, принадлежавший доисторическому дельфину. Но это был дельфин, чьи размеры и анатомия ломали психику исследователей. Его назвали анкилоцетом. При длине в 5-6 метров он не являлся крупнейшим существом океана, но его эволюционное значение невозможно переоценить. Анкилоцет стал первым в истории млекопитающим, применившим тактику, которую современные биологи называют тактикой абсолютного физического доминирования. Взгляните на современную касатку. Это высший хищник, который использует стайный интеллект, невероятную скорость и мощные челюсти. Анкилоцет был прадедушкой современных касаток, но с одним пугающим отличием в строении пасти. Его зубы не были тонкими и острыми. Это были невероятно толстые массивные конусы с глубочайшими корнями, намертво сидящими в тяжелой челюсти. Такое гипертрофированное строение предназначалось не для разрезания плоти, а для выдерживания колоссальных нагрузок при лобовом ударе. Этот доисторический дельфин был живым тараном. Он разгонялся в толще воды до максимальной скорости и буквально врезался мордой в бок крупной добычи – древних усатых китов или медлительных дюгоний. Сила этого концентрированного удара ломала жертве ребра и вызывала фатальные внутренние кровотечения. Только после того, как животное было оглушено или парализовано болью, анкилоцет пускал в ход свои челюсти, отрывая куски от беспомощной добычи. Но эволюция китообразных не остановилась на грубой таранной силе. Чуть позже у родственных анкилоцету видов дельфиновых появилось еще более изощренное, пугающее оружие. Они научились использовать законы физики самой воды. В процессе мутаций они развили уникальную способность к всасывающему питанию на сверхскоростях. Только вдумайтесь. Стая рыб, мирно плывущая в океане. Из глубины появляется хищник. Но он не пытается откусить рыбий хвост. Он просто приближается к стае на дистанцию атаки и резко, в доли секунды, открывает свою пасть. В этот момент происходит мощное синхронное расширение подъязычных костей и массивных горловых мышц кита. Внутри пасти объем резко увеличивается, а давление падает до критических значений. Происходит физическое явление, похожее на кавитацию. Создается мгновенный подводный вакуум, силу которого можно сравнить с разрывом небольшой бомбы. Тонны воды вместе с десятками рыб
мелкими кальмарами и даже небольшими акулами с огромной неконтролируемой скоростью засасываются в эту образовавшуюся черную дыру пасти хищника. Жертва не успевает ничего понять. Она погибает от резкого смертельного перепада давления, который буквально разрывает ее внутренние органы еще до того, как хищник сомкнет челюсти. Эти ранние китообразные доказали одну удивительную вещь. Чтобы доминировать в холодном океане, не обязательно иметь рекордные по длине зубы или непробиваемую броню. Достаточно научиться использовать саму стихию как свое главное смертельное оружие. Глава 11. Аномалия эволюции. Ныряющий ленивец с тяжелыми костями. Природа, заполняя пустующие экологические ниши крейнозойской эры, порой создавала существ, сам факт существования которых кажется сюрреалистичной ошибкой или шуткой безумного творца. Мы все знаем ленивцев. Милые, невероятно медлительные существа, покрытые шерстью, которые целыми днями висят на деревьях вниз головой, пережевывая листья в тропических лесах Южной Америки. В первом нашем фильме мы рассказывали об их сухопутном предке, гигантском мегатерии, который был размером с африканского слона. Но что, если я скажу вам, что эволюция однажды заставила этих покрытых густой шерстью неповоротливых созданий с длинными изогнутыми когтями нырнуть на дно океана? Знакомьтесь, Талосокнус. Настоящий, полностью водный ленивец. Как и почему это произошло? Около 7 миллионов лет назад, в эпоху Миоцена, климат на западном побережье Южной Америки, территория современного Перу, стал экстремально засушливым. Пышные леса отступили, уступив место суровым, бесплодным пустыням, спускающимся прямо к океану. Пищи на суше катастрофически не хватало. Столкнувшись с перспективой неминуемой голодной смерти, группа отчаявшихся наземных ленивцев начала заходить в холодный океанский прибой, чтобы питаться единственным, что там росло – морскими водорослями. Шли миллионы лет. Поколение за поколением талосокнусы все дальше уходили от берега. Изучая их скелеты разных эпох, палеонтологи смогли увидеть уникальную картину трансформации вида в реальном времени. Первые виды талосокнусов плавали плохо. Они просто барахтались на мелководье, изо всех сил цепляясь своими длинными когтями за скользкие камни, чтобы их не смыло в открытое море откатной волной. Но более поздние виды эволюционировали до неузнаваемости, адаптируясь к водной среде пугающим образом. Главной проблемой ленивца была его плавучесть. Огромные легкие и желудок полный ферментирующихся водорослей делали его похожим на поплавок. Чтобы ленивец мог спокойно пастись на дне, природа применила радикальный метод. Кости поздних талосокнусов подверглись процессу, известному как остеосклероз. Их костная ткань стала невероятно плотной, тяжелой и монолитной, лишившись губчатой структуры. Эволюция намеренно утяжелила ленивца, превратив его скелет в живой свинцовый балласт. Благодаря этому многотонному каркасу животное могло легко опускаться на морское дно и уверенно стоять там, сопротивляясь мощным подводным течениям. Анатомия морды также изменилась. Их челюсти вытянулись, напоминая совок, а губы стали жесткими и невероятно мускулистыми, работая как щипцы, позволяя мощными рывками срывать исключительно жесткие водоросли с камней. Вообразите себе эту картину. Трехметровое, когтистое, покрытое густой шерстью существо тяжело шагает по дну океана. Оно задерживает дыхание на долгие минуты, методично объедая подводные луга, пока над его головой кружат доисторические акулы и древние киты. Талосокнусы процветали в этих водах миллионы лет. У них не было конкурентов. Никто из млекопитающих больше не додумался питаться водорослями таким экстремальным способом на такой глубине. Но их погубила не конкуренция и не зубы хищников. Их уничтожила геология. Около 2 миллионов лет назад закрылся Панамский перешеек, что радикально изменило карту океанических течений. Воды у побережья Перу стали слишком холодными. Подводные луга из водорослей погибли, и единственный в истории нашей планеты морской ленивец просто умер от голода, оставив после себя лишь странные,
невероятно тяжелые кости на пустынных берегах Южной Америки. Глава 12. Ошибка восприятия. Слепой кит с бивнем моржа. Китообразные кайнозои тоже не отставали в своих гротескных экспериментах. Порой казалось, что эволюция собирает животных из случайных деталей, словно играя в биологический конструктор. В 1920-х годах в Австралии была найдена окаменелость, которая заставила ученых недоуменно чесать затылки и сомневаться в собственных знаниях анатомии. Это был череп кита. Но его лицевая часть больше напоминала сюрреалистичное орудие из фантастического фильма. Его назвали Адебиноцетопс. Имя переводится как «кит, похожий на моржа». Внешне тело Адебиноцетопса было похожим на туловище современного небольшого нарвала или белухи. У него была подвижная шея и отсутствие спинного плавника. Но вся странность заключалась в его голове. У этого кита были клыки-бивни. Причем росли эти бивни совершенно не так, как у слонов или современных моржей. Они не были направлены вперед или прямо вниз. Клыки Адебиноцетопса росли вниз и сильно загибались назад, располагаясь почти параллельно телу животного. Более того, росли они асимметрично. У самок оба клыка были небольшими, а вот у самцов правый бивень мог достигать более метра в длину, в то время как левый оставался коротким всего около 20 сантиметров. Зачем киту, живущему в океане, понадобилась эта громоздкая, нарушающая гидродинамику и мешающая плавать конструкция? Разгадка кроется в анализе его зрительных органов. Исследователи из Смитсоновского института, изучавшие череп Адебиноцетопса, выяснили потрясающую деталь. У этого вида полностью отсутствовал орган эхолокации – мелон. Тот самый радар, которым пользуются современные дельфины для ориентации в мутной воде. А глазницы этого кита располагались не по бокам головы, а были сдвинуты сильно вверх и в стороны. Адебиноцетопс смотрел в небо. Он физически не мог видеть то, что находилось прямо перед его носом или под ним. Для существа, ищущего пищу на дне, это равносильно слепоте. Но эволюция дала ему другой инструмент. Этот кит был придонным падальщиком и искателем. Он плавал параллельно морскому дну на минимальной высоте. Его верхняя губа была невероятно мясистой, сверхчувствительной и снабжена жесткими вибриссами – усами. Кит использовал ее и свой короткий левый бивень как тактильный радар, ощупывая песок вслепую, словно человек с тростью. А свой гигантский метровый правый клык самец Адебиноцетопса, судя по сильным потертостям на найденных окаменелостях, использовал как тяжелый сельскохозяйственный плуг или якорь. Он всаживал этот бивень в плотный морской ил и вспахивал дно, извлекая оттуда зарывшихся моллюсков, червей и ракообразных, которых затем всасывал своей мускулистой пастью. Вообразите встречу с этим животным. В мутной воде перед вами появляется кит с телом белухи и метровым бивнем моржа, который плавает, задрав голову и, глядя в небо, методично рыхля дно своим гигантским кривым зубом. Адебиноцетопс – это истинный апофеоз кайнозойских экспериментов. Ярчайшее доказательство того, что природа готова пожертвовать красотой и логикой ради узкой, специфической функции выживания. Глава 13. Живой кракен. Демон Южного океана и костяные лезвия. Мы посвятили наше сегодняшнее погружение существам, чьи кости сотрясают воображение палеонтологов. Все эти причудливые эксперименты – змеевидные базилозавры, бронированные черепахи, ломающие акул и ныряющие ленивцы – давно превратились в камень. Из-за этого у нас, людей, возникает обманчивое чувство безопасности. Нам кажется, что время настоящих хтонических морских монстров безвозвратно ушло, уступив место привычным нам дельфинам, сельди и белым акулам. Но мировой океан слишком огромен, слишком глубок и темен, чтобы так легко расстаться со своими левиафанами. Чтобы встретить живого, дышащего титана, способного вселить первобытный ужас, нам не нужна машина времени. Нам нужен сверхпрочный глубоководный батискаф, способный выдержать сокрушительное, смертоносное давление воды.
Отправимся в экстремально суровые воды планеты, в свинцовый, ледяной Южный океан, омывающий берега Антарктиды. Если мы начнем погружение и опустимся на глубину более 2,5 километров, туда, куда за миллиарды лет ни разу не проникал солнечный луч, мы окажемся в зоне вечного мрака и ледяного холода. Мы окажемся во владениях существа, породившего все древние мореходные легенды о кракене, способном утащить корабль на дно. Знакомьтесь, колоссальный кальмар. Слово «колоссальный» в его названии – это не метафора. Это абсолютный тяжеловес среди всех известных науке беспозвоночных животных на нашей планете. Долгое время наука считала его лишь моряцким мифом, пока в середине 20 века китобои не начали извлекать куски его гигантских щупалец из желудков загорпуненных кашалотов. Полноценная взрослая особь этого вида – это оживший ночной кошмар, длиной до 14 метров. В кромешной чернильной тьме океанической бездны обычное зрение абсолютно бесполезно. Большинство глубоководных существ вообще слепы. Но эволюция пошла иным путем, наделив колоссального кальмара поразительным инструментом. Диаметр его глаз достигает 27 сантиметров. Это точный размер стандартного футбольного мяча. На сегодняшний день это непревзойденный рекорд по величине органов зрения среди всех известных живых существ во Вселенной. Эти гигантские органические линзы, оснащенные собственными светоизлучающими органами фотофорами, работают как сверхчувствительные радары. Они способны уловить малейшие призрачные вспышки биолюминесценции на расстоянии в сотни метров, не оставляя глубоководной добыче ни единого шанса укрыться во мраке. Но истинный ужас кроется не в размерах этого моллюска, а в его хирургическом арсенале. У обычных привычных нам кальмаров на щупальцах расположены только мягкие мышечные присоски. Колоссальный кальмар пошел гораздо дальше в искусстве причинения боли. Его длинные ловчие щупальца густо усеяны рядами острых, как бритва, костяных крючьев. Некоторые из этих лезвий жестко зафиксированы в мышцах, работая как абордажные кошки. Другие же имеют шарнирное крепление и способны свободно вращаться на 360 градусов. Атака колоссального кальмара молниеносна. Заметив крупную антарктическую рыбу, например, клыкача, он выбрасывает свои ловчие щупальца вперед. Костяные крючья намертво прошивают чешую и впиваются в плоть жертвы. Вырваться из этого захвата физически невозможно. Любое дерганье или попытка уплыть заставляет вращающиеся крючья вгрызаться все глубже, буквально перемалывая мышцы и превращая тело добычи в кровавое месиво. Подтянув парализованную болью жертву к центру мантии, кальмар пускает в ход свой клюв, способный с легкостью перекусывать стальные тросы глубоководных научных зондов. Единственное существо на планете, которое осмеливается бросить вызов этому демону глубин – взрослый самец кашалота, ныряющий за пропитанием в бездну. Мы, люди, никогда не видели этих подводных войн своими глазами. Ни одна камера еще не запечатлела эту схватку. Но нам и не нужно. Глубокие, свежие, рваные, круглые шрамы от костяных крючьев, испещряющие шкуры поднявшихся на поверхность старых кашалотов, служат немым, жутким доказательством того, что битва титанов в Южном океане не прекращается ни на секунду. Колоссальный кальмар – это живое, дышащее напоминание о том, что бездна до сих пор хранит тайны, способные бросить вызов человеческому разуму. Финал. За пределами нашего воображения. Глядя на всех этих существ, от живых субмарин ордовикского периода и зубастых циркулярных пил до бронированных рептилий, разрывающих акул и скрывающихся в бездне колоссальных кальмаров наших дней, мы сталкиваемся с осознанием одной простой, но отрезвляющей истины. Человеческое воображение на самом деле очень бедно. Оно жестко ограничено тем, что мы видим вокруг себя сегодня. Сценаристы голливудских фантастических фильмов и авторы хорроров месяцами сидят в студиях, придумывая дизайн инопланетных монстров и чудовищ. Но правда в том, что ни один человек не способен придумать ничего более жестокого, биомеханически сложного, масштабного и сумасшедшего,
чем то, что миллионы лет назад выковала сама эволюция в недрах наших собственных океанов. Океан – это не просто толща соленой воды. Это величайший генетический архив во Вселенной. Это гигантская бескомпромиссная лаборатория, не знающая ни жалости, ни морали, где тестировались формы жизни, бросающие вызов законам физики, и где единственным критерием успеха было выживание. Каждый раз, когда нам, людям, кажется, что мы разгадали все тайны Земли, что мы изучили всю историю планеты, геологический молоток палеонтолога откалывает новый кусок известняка где-нибудь в горах Норвегии или в пустыне Перу. Или глубоководный зонд освещает новую, не нанесенную на карты, океанскую впадину. И тогда старые теории рушатся, а наши учебники биологии приходится переписывать заново. Мы не знаем, какие еще секреты, какие забытые титаны спят под многокилометровыми толщами донного ила или под вечными льдами Антарктиды, ожидая своего часа, чтобы снова напомнить нам простую мысль. Мы на этой планете лишь недавние, очень хрупкие гости. И задолго до нас здесь правили настоящие боги. Огромное спасибо, что досмотрели это глубоководное погружение до конца. Если этот документальный фильм заставил вас по-новому взглянуть на историю нашей планеты, на ее жестокость и ее величие, обязательно поддержите нашу работу. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал Экзомир, чтобы не пропустить наши следующие экспедиции. Если бы у вас была возможность безопасно спуститься в сверхпрочном батискафе на дно древнего океана, с каким из существ сегодняшнего ролика вы хотели бы встретиться лицом к лицу? А от кого вы бы закрыли все иллюминаторы и постарались уплыть как можно быстрее? Напишите свое развернутое мнение в комментариях. Я читаю каждый из них, и именно ваша активность помогает нам создавать новые, еще более масштабные проекты.